Привет, друзья! Домашний кинотеатр – прекрасное место для проведения приятных вечеров с близкими. Насладиться объемным звуком и качественным изображением можно даже в небольшой городской квартире, а современные стриминг-сервисы позволяют смотреть дома те же премьеры, что и в кинозалах. Сегодня поведаю, как я оборудовал домашний кинотеатр в своей спальне и расскажу, как использовать умные шторы при создании правильного освещения в комнате. Давайте расскажу обо всем подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Для домашнего кинотеатра прекрасно подойдет комната площадью в 20 квадратных метров. В таком помещении звук будет распределяться равномерно и найдется место для экрана, акустики и дивана. Можно использовать любую просторную комнату, например, гостиную или спальню, как в моем случае. Удобно лежать на кровати и наслаждаться фильмом, тем более отраженный свет от проектора и экрана намного комфортнее для глаз. Совсем другой вайб в сравнении с просмотром ТВ. Главное учесть некоторые нюансы, особенно организацию светового пространства, правильного и удобного затемнения комнаты. Об этом я и расскажу в ролике. Желательно, чтобы комната не имела общих стен с соседями, чтобы избежать жалоб на шум. Найти подходящую комнату – это еще не все. Для создания качественного кинотеатра ее нужно правильно подготовить. Начнем с самого главного критерия – освещения. Затемненное пространство создает нужную атмосферу и поможет сосредоточиться именно на фильме. Закрыть окна лучше плотными шторами или занавесками blackout. В моем случае это не blackout, но я смотрю фильмы ближе к вечеру, поэтому и светлые шторы мне подходят. Но что еще более идеально, как я организовал открытие-закрытие штор электрокарнизом фирмы OnVis. Подходят такие электрокарнизы как для жилых, так и для нежилых помещений. При покупке стоит обратить внимание на максимальный вес штор, он не должен превышать 50 кг. Но есть и механизмы, выдерживающие до 100 кг. Для домашних либо офисных целей этого более чем достаточно, учитывая, что фирма производит устройства до 12 метров. Электрокарниз управляется с пульта, также управлять можно с Алисы и с умного дома. Можно открыть, закрыть, зафиксировать на определенном уровне открытия. Двигатель работает на встроенном аккумуляторе, не нужны дополнительные розетки, заряда хватает на полгода активного управления. Блок снимается и заряжается по USB-C от блока питания, в комплекте уже есть и блок питания, и шнур. Также электромотор можно подключить к розетке. Скорость и оперативность запусков производства электрокарниза поразила. На выходных мне пришла идея автоматизировать свою комнату для кинотеатра. Спустя 2 дня был осуществлен замер и выбор карниза, и еще через пару дней карниз был уже готов для установки. Ведь у них собственное производство. После приехали специалисты и за пару часов установили. По итогу установлены бесшумные карнизы, плюсом идет бескомпромиссная гарантия в 5 лет, что бы ни произошло с карнизом. В моем случае открытие-закрытие штор используется для создания атмосферы кинотеатра всего в пару кликов. Но я уже подумываю оснастить такими умными шторами все комнаты и мою студию. Ведь не солнце должно управлять вашим настроением, а вы с помощью пульта и решения от OnVis. Мне нравится прогресс и возможность умного дома. Электрокарнизы OnVis справляются с этой задачей на 100 баллов. Ссылку, где заказывал их, оставил в описании под роликом. Переходите по ссылке и закажите себе электрокарниз на свой вкус и под свои задачи. Продолжаем. Проектор показывает картинку размером до 3 метров, это 100 дюймов. В моем случае это простенький пика-проектор от Philips, покупал я его уже 100 лет назад в районе 10 тысяч рублей. На данный момент выбор до 10 тысяч огромный, можно выбрать модель на светодиодах уже со встроенным Android TV и не париться с всякими приставками для контента, как я. В моем случае для онлайн-стриминговых систем я использую Apple TV, но подошла бы и любая Android-приставка с Алика за 1500 рублей. Стены, пол и потолок лучше, чтобы были однотонными, с темной матовой отделкой. Светлые поверхности, как у меня, подходят меньше, так как бликуют на экране и немного отвлекают от фильма. Экран обычно устанавливают по центру дальней стены, минимум в 1,5 метра от зрителя, чтобы глаза не напрягались. Важно просчитать оптимальный угол наклона и высоту установки, чтобы не напрягать шею при просмотре фильма. Я использую полотно фирмы Dexp диагональю 75 дюймов, покупал я его в районе 2000 рублей.
Люблю смотреть фильмы лежа на кровати, но если планируете приглашать родных и друзей, то, конечно же, вам в ваш кинозал понадобится несколько диванов и кресел. Качество звука не менее важно, чем картинка, но что касается мощности и басов, тут вопрос спорный, ведь если звук и бас слишком громкие, ждите того, что в домовом чате появится новый антигерой. И это вы. Поэтому я не стал выпендриваться и выбрал для себя саундбар. Самый бюджетный и простой вариант. Это узкая панель фирмы Redmi, это та же Xiaomi. Я про нее делал отдельный обзор, кстати. Стоит в районе 2000 рублей. Располагается под полотном, либо, как у меня, временное решение сзади меня под проектором. Ощущения от просмотра фильма, используя мое решение, на порядок ярче в плане восприятия, нежели чем смотреть кино по ТВ. И что самое интересное, на порядок дешевле. Устраивать или нет такое пространство для себя решать вам. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал «Вечерние откровения» и на группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.